Он родился в 200-й год Сомерфордского календаря, и его назвали Арс Левант. Он родился в Ламберге, который находится в провинции Мишн. 3 года спустя Арс значительно вырос. Он был в кабинете, когда в дверь постучала горничная, и он пригласил ее войти. Она сказала ему, что принесла ему чаю, и он поблагодарил ее за это. Он понял, что потерял свою жизнь в своем предыдущем мире и перевоплотился в человека по имени Рода С. Левант. С момента своего рождения он смог овладеть навыками чтения и письма, которые помогли ему лучше узнать новый мир. Он знает, что родился в империи Сомерфорд, но он никогда не видел подобной карты, и это заставило его осознать, что он больше не на Земле. Он также обнаружил, что существует техника, известная как магия, которую люди используют для вызывания таинственных явлений. Он думал, что мир похож на игру. Семья Луван, в которой он родился, была знатной, и они отвечали за управление небольшим регионом под названием Ламберг. Их дом был таким большим и красивым, что мы думали, что это замок. У них было много слуг, которые всегда присматривали за ними, и шеф-повар, который каждый день готовил для них вкусные блюда. Наш сын был рад, что ему выпало такое счастье. С самого своего рождения он также узнал, что обладает силой, которой не обладал никто другой. Наш герой заходит в тренировочный зал, и это удивляет всех солдат. Он приветствует их и спрашивает, может ли он понаблюдать за ними с безопасного места у входа. Солдаты говорят ему, что на таком расстоянии с ним все будет в порядке. Они удивлены, что принц всегда приходил в тренировочный зал в таком юном возрасте. Они были убеждены, что он станет великим воином, когда вырастет. Арс подошел к мастеру, который обучал солдата-стажера. Мастер сбил стажера с ног и отругал его, но стажер поднялся и решил попробовать еще раз. Арс использует свой навык оценки на стажере, чтобы посмотреть на его статистику. Он понимает, что у стажера отличные способности к стрельбе из лука, и он понимает, что стажер будет хорош в обращении с луком. Мастер знает, что стажер вернулся, а стажер выглядит измученным. Ас подходит к стажеру Майли и окликает его, что удивляет Майли, потому что он не думал, что Ас знает его имя. Ас спрашивает его, пользовался ли он когда-нибудь луком, но Майли говорит ему, что никогда не воспользуется таким оружием, потому что настоящий мужчина не стреляет в своих врагов с безопасного расстояния, как слабак. Ас пытается намекнуть, что он, возможно, очень хорошо умеет обращаться с луком, и просит его попробовать. Майл обдумывает свои мысли, но когда другие солдаты просят его попробовать, как и было предложено он решает попробовать. Майл берет лук и стрелы, но признается, что никогда раньше не стрелял из них. Солдат предлагает ему подойти поближе к мишени, чтобы уменьшить риск ранить других, но наш солдат уверен, что он сможет попасть в цель со своей позиции. Майл делает надрез на стреле и наводит лук на цель. Он пускает стрелу, и она попадает в яблочко. Они думают, что это была чистая случайность, и просят его попробовать еще раз. Майл выпустил несколько стрел, и все они попали в яблочко. Все солдаты вокруг него говорят ему, что он рожден быть лучником, и Майл понимает, что пользоваться луком не так уж и плохо, поскольку на войне все честно. Солдаты удивляются, как наш солдат смог вычислить, что Майл будет хорошо стрелять из лука, и он говорит им, что это был его инстинкт. На солдат это произвело впечатление, но наши знают, что если бы он сказал им правду о своих навыках оценки, они бы ему не поверили. Хотя его способности были действительно выдающимися, он не смог использовать их на себе, чему был не очень рад. Во время ужина наша семья была впечатлена блюдом, приготовленным шеф-поваром. Он уже собирался приступить к еде, когда его окликнул отец. Его отец сказал ему, что ему рассказали о том, как наши ребята открыли талант Малайи к стрельбе из лука, и он был впечатлен. Наш мальчик немного боялся своего отца, потому что он всегда выглядел таким сердитым. Наш мальчик использует свой навык оценки, чтобы посмотреть на характеристики своего отца. Он был впечатлен тем, что его отец смог подняться от фермера до дворянина, используя свое мастерство в боевых искусствах. Его отец советует ему отточить свои инстинкты, потому что однажды он может стать лордом этой земли. Его отец был убежден, что способность распознавать таланты других людей пригодится ему в будущем. Его отец предлагает ему свою порцию ужина, чтобы он мог быстрее повзрослеть, и Арс благодарит его за это. После того дня Арс больше узнал об империи и понял, что будущее было немного туманным, потому что лидеры были коррумпированы. Среди простолюдинов вспыхнуло несколько восстаний, и различные дворяне сосредоточились на автономии, чтобы подавить восстание. Арс опасался, что империя может начать полномасштабную войну, если ситуация не изменится к лучшему. Он не мог представить себя ведущим свои войска на войну, и он задается вопросом, сможет ли он обеспечить безопасность жителей Ламберга. Он хотел защитить их, потому что они были так добры к нему. Он помнит слова своего отца о его инстинктах, и у него сразу же возникает идея. Он надевает костюм и выходит на улицу. Он сразу же использует свои навыки оценки, чтобы проверить статистику людей в городе. Он устал после долгого использования своего навыка и сидит в переулке. Женщина внезапно выгоняет мужчину из своего магазина, потому что не хочет продавать ему свои товары. Арс понимает, что этот мужчина не похож на людей в его городе. Мальчик указывает на мужчину, который является Малкином, и пытается уговорить свою маму помочь ему, но все избегают его, потому что он грязный. РС помнит, что Малкины – это группа людей, которые приехали в Саммерфорд из-за моря. Он знает, что большинство из них были привезены сюда в качестве рабов, поэтому он решает предложить этому человеку свой хлеб. Все удивляются, почему наследник дома Лувент помогает Малкину. Мужчина берет хлеб и начинает есть, а по его лицу катятся слезы. Арс применяет свой
навык оценки к мужчине и с удивлением обнаруживает, что его показатели почти идеальны. Он знает, что этот человек может стать великим воином, но мужчина встает, чтобы уйти, поблагодарив его за хлеб. Наш человек погнался за ним, но мужчина сказал ему не следовать за ним, потому что жители города рассердятся. Наш человек спрашивает мужчину, не хочешь ли ты стать его слугой, что удивляет мужчину. Наш человек планировал использовать свои способности для привлечения людей с потенциалом, чтобы его владения стали сильнее. Этот человек думает, что наши просто хотят, чтобы он притворялся, но наш человек представляется и показывает ему свой фамильный герб. Этот человек удивлен, но наш человек говорит ему, что хочет, чтобы он стал его слугой, потому что чувствует, что у него большой талант. Этот человек задается вопросом, как наш человек смог почувствовать это, когда они только познакомились, но наш человек говорит ему, что это просто то, что он знает. Этот человек говорит ему, что не хочет причинять ему никаких неприятностей, потому что людям не понравится, что он взял Малкольма в качестве своего вассала. Наш сотрудник говорит ему, чтобы он не беспокоился об этом, потому что он что-нибудь придумает, но мужчина отвергает его предложение и уходит. Наш сотрудник продолжает преследовать этого человека, потому что он знает, что, возможно, никогда не найдет кого-то еще с такими характеристиками. У этого человека урчит в животе, и наш сотрудник решает использовать это как рычаг давления. Он говорит мужчине, что у них есть шеф-повар, который может приготовить для него шведский стол из блюд, которые ему понравятся. Мужчина останавливается как вкопанный и решает последовать за нами домой. Наш человек отвозит его домой, и он не может поверить, что наш человек действительно сын Господа. Шеф-повар подает им немного еды, но мужчине подают меньшую порцию, потому что он Малкин. Они говорят Малкину, чтобы он уходил из дома сразу после еды, и мы понимаем, что предубеждение против Малкинса очень глубоко. Он понимает, что ему не удастся отговорить слуг от этого, поэтому он решает поделиться своей едой с этим человеком, что всех удивляет. Горничные решили подать мужчине блюдо получше, и он наелся досыта. Наш гость интересуется, что делал в деревне Малкольм Рейтс, и Рейтс рассказывает ему, что когда-то он был членом банды наемников. Он рассказывает нашим, что они распались после того, как большинство из них погибло, и с тех пор он скитается. Наш удивляется, почему он не присоединился к другой группе наемников, а Рез говорит ему, что его не взяли на работу, потому что у него не было никаких наград. Слуга говорит, что Рейсу пора уходить, но наш говорит им, что он привел Рейса домой, чтобы тот стал его вассалом. Слуги говорят ему, что лорд Рювен не одобрит этого, но наш все равно обращается к нему с этим вопросом. Его отец говорит ему, что недопустимо назначать Малкина своим слугой, но наш говорит ему, что они растратят его потенциал впустую, если вышвырнут его вон. Его отец напоминает ему, что Малкины уступают им, поэтому ни у одного Малкина не может быть какого-то особого таланта. Наш мальчик разочарован тем, что его отец верит общепринятой информации о Малкине, но он пытается убедить его в обратном. Он просит своего отца проверить его способности, если ему нравится, и его отец удивляется, почему он так уверен в своем таланте. Его отец помнит, что он обнаружил талант Милле, и он решает проверить свои способности, так как наш отец настаивает на этом. Он говорит нашему отцу, что возьмет его на службу солдатам, если тот окажется талантливым, и наш отец благодарит его за это. Его отец говорит ему, что тест будет представлять собой тренировочный бой между ним и рейтами, и рейты будут наняты, если он сможет победить его. Наш герой пытается убедить своего отца, что Рейтс ему не равня, потому что он так молод, но его отец напоминает ему, что он сказал, что Рейтс талантлив. Его отец решает дать Рейд фору, чтобы компенсировать разницу в мастерстве, и он говорит ему, что они могут продолжать, так как он понимает таковы условия. Они выходят из комнаты, и Рейд удивляется, почему наш так старается сделать его своим вассалом. Он думает, что наш проявляет к нему жалость, но наш задается вопросом, не хочет ли он стать их вассалом. Он говорит ему, что может отказаться, если хочет, но Рейтс говорит ему, что это лучшее предложение, которое он получал в своей жизни. Он думает, что это невероятное предложение, потому что малкинцев обычно преследуют везде, куда бы они ни пошли. Наш друг говорит ему, что он нужен ему, потому что однажды он станет властелином страны, и ему понадобятся люди, которые будут рядом с ним. Люди заверяют его, что он сделает все, что в его силах. Люди заходят в тренировочный зал, и солдаты понимают, что он Малкин. Отец сэр просит Милле приготовить их мечи, а Грац приносит песочные часы. Он просит Рейса взять меч и говорит ему, что если он сможет нанести ему хотя бы один удар до истечения времени, то он победит. Ас считает, что шансы Рейса в его пользу. Отец Сэ просит Реза представиться перед дуэлью, и после того, как Рез это сделает, он представляется как лорд Рейвен. Дуэль начинается, и лорд Рейвен наносит первый удар, но Рейтс вовремя уходит с дороги. Он уверен, что его разрубят пополам, даже если они будут использовать везде, куда бы они ни пошли. Наш друг говорит ему, что он нужен ему, потому что однажды он станет властелином страны, и ему понадобятся люди, которые будут рядом с ним. Люди заверяют его, что он сделает все, что в его силах. Люди заходят в тренировочный зал, и солдаты понимают, что он Малкин. Отец сэр просит Милле приготовить их мечи, а Грац приносит песочные часы. Он просит Рейса взять меч и говорит ему, что если он сможет нанести ему хотя бы один удар до истечения времени, то он победит.
Ас считает, что шансы Рейса в его пользу. Отец Э просит Реза представиться перед дуэлью, и после того, как Рез это сделает, он представляется как Лорд Рейвен. Дуэль начинается, и Лорд Рейвен наносит первый удар, но Рейдс вовремя уходит с дороги. Он уверен, что его разрубят пополам, даже если они будут использовать тренировочные мечи. Дуэль продолжается, и РС понимает, что у Рейд нет ни единого шанса, но солдаты удивлены, что он способен держать свой меч против Лорда Рейвена. Хотя Рейдс не отставал от Лорда Рейвена, он не смог нанести ему ни одного удара. Лорд Рейвен нанес удар, который отправил его на землю, но он снова поднялся. Лорд Рейвен напоминает ему, что у него осталось мало времени, и он помнит, как мы говорили, что он нужен ему. Он решает выложиться по полной и бросается на Лорда Рейвена. Он проскальзывает под водой, а затем использует солнечный свет в своих интересах, чтобы попытаться нанести удар по Лорду Рейвену, но тот вовремя блокирует удар. Лорд Рейвен объявляет, что битва окончена, но Рез оглядывается и видит, что песочные часы все еще идут. Все понимают, что Рез смог задеть Лорда Рейвена, и им интересно, кто он такой. Верный своему слову, Лорд Рейвен решает нанять его в качестве солдата, и РС подбегает, чтобы поздравить его с принятием на работу. Лорд Рейвен сказал РС, что его способность чувствовать доблесть людей находится на высшем уровне, и что он уверен, что наша способность исчезнет в наступающую эпоху хаоса. Он уверен, что когда-нибудь из нас получится Великий Лорд. А тем временем все солдаты недоумевают, почему ставки стали такими высокими, и собираются вокруг него в надежде узнать его секрет. Позже в тот же день ставки переодевается в новую одежду и обещает вернуть нам свой долг ценой собственной жизни. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Рейдс начал работать в доме Лувана. Он каждый день тренировался с солдатами, и все солдаты были поражены его мастерством. Хотя он и участвовал в войне, он всегда оставался рядом с нашими. Его интеллект взлетел до небес после того, как он начал брать уроки, и через некоторое время наши применили к нему его способность оценивать ситуацию. Он был впечатлен, узнав, что Рейдс теперь самый умный человек в их доме. Все быстро приняли Рейд после того, как узнали его поближе и увидели, насколько он одаренный. Горничные в доме были рады видеть его рядом, и на них также произвели впечатление его навыки и интеллект. Рейдс подошел к нашему ученику и попросил его дать ему новый урок на этот день. Наш ученик согласился помочь ему в учебе. Рейдс напомнил нашему ученику, что их предыдущий урок был посвящен деятельности Летней Четвертой Империи, целью которой было воссоединение 7 первоначальных наций. Рейдс вспоминает, что Арс сказал ему, что Ансель, географически изолированный от других регионов, занимался коммерческой деятельностью с регионами за пределами Саммерфорта. Они сделали это, чтобы получить достаточно власти для вторжения в другие королевства региона Саммерфорт. После того, как Ансель завоевал другие регионы, король Анселя провозгласил себя императором и назвал регион Саммерфорт. Это было 203 года назад, и наша история подтверждает все, что он сказал. Рейдс продолжает утверждать, что нынешняя Летняя Четвертая Империя находится в упадке, потому что нынешнему императору всего 8 лет. Это означало, что фактической властью обладали его вассалы, поскольку император собирался править самостоятельно. Это породило коррупцию в правительстве, которая привела к восстаниям по всей стране. Это заставило герцогов каждого герцогства игнорировать империю в целом и сосредоточиться на автономии. Хотя нынешние военные действия не очень интенсивны, Арс убежден, что в будущем будет более серьезный конфликт, поскольку его отец уже вынужден участвовать в текущем конфликте. Арс решает использовать свои способности, чтобы собрать многообещающие таланты и подготовить их к битве, даже если он надеется, что война не разразится в будущем. Ас задается вопросом, где в будущем разразится война, и Рейдс говорит ему, что она, вероятно, начнется в районе миссии. Он сообщает нашим, что герцог герцогства Мишн очень стар и, вероятно, очень скоро встретится со своим создателем. У герцога двое сыновей, и хотя предполагается, что старший станет его преемником, когда это произойдет, младший сын кажется более способным. Герцог беспокоился о том, кого выбрать в качестве своего преемника в случае его кончины. Рейдс уверен, что разразится война, если герцог испустит дух до того, как решит, кто станет его преемником. Он также уверен, что война разразится независимо от решения герцога, потому что оба сына жаждут власти. Наш сын не может поверить своим ушам и задается вопросом, на чью сторону встанет его отец, если такое произойдет. Рейдс сообщает ему, что его отец, скорее всего, встанет на сторону старшего сына, но он знает, что выбор будет делать не его отец. Ас понимает, что его отец не является прямым вассалом герцога герцогства Мишн, потому что он вассал главы Кеннера, который вот тут-то и появляется Ламберг. Ас понимает, что его способность оценивать ситуацию может пригодиться при принятии решения, на чью сторону встать в случае начала войны. Ас волновался, потому что, хотя его отец все еще жив, он был всего лишь ребенком, и поскольку он смог разведать только Реза, он не хотел, чтобы его отец пал в меньшинстве. Рез сказал нашему лорду, что он может продвинуться в звании, если примет активное участие в войне. Рейд видит в этом причину, по которой они должны продолжать делать все возможное, чтобы увеличить свою силу, и он заверяет нашего лорда, что всегда будет рядом, чтобы защитить его. Рез понимает, что им нужно искать способных людей, и он просит помощи у Ас соглашается помочь ему в поиске талантливых людей, и Рейдс обещает сопровождать его. Мы с Рейдсом выходим из семейного дома, и наш друг с удивлением видит, что
что его отец тренируется. Он заметил, что его отец в последнее время практикуется в фехтовании, и ему интересно, знает ли его отец о том, что вот-вот начнется война. Лорд Рейвен замечает наших воинов и интересуется, не собираются ли они войти в город. Наш командир сообщает ему, что он собирается искать выдающихся талантов, и его отец советует ему поискать кого-нибудь, кто хорошо владеет магией. Наш командир удивлен этим, но лорд Рейвен говорит ему, что магия будет полезна в предстоящей войне. Лорд Рейвен не очень силен в магии, и он знает, что многие вассалы владеют магией, но у них это не очень хорошо получается. Рейтс понимает, что может наступить время, когда такой маг сможет изменить ход войны. А Арс помнит время, когда он использовал магию, потому что его попросил об этом отец. Тогда он носил странный инструмент с шариком красной жидкости и произносил короткое заклинание, но его магия была просто на заглядение. После этого его отец больше никогда не позволял ему колдовать, и мы смирились с тем фактом, что у него нет магического таланта. Лорд Рейвен говорит, что рассчитывает на него в поисках человека с магическим талантом, и он обещает сделать все, что в его силах. Они берут лошадь, чтобы отправиться в город, и Венок убежден, что их сила значительно возрастет, если они смогут найти кого-то с достаточным магическим талантом, чтобы быть полезными в битве. Арс решает найти кого-то с таким талантом ради будущего своего дома. Они прибывают в укрепленный город Канар, и Арс удивляется количеству людей на улице. Рейтс сообщает ему, что в городе проживает 50 человек, и наш город шокирован, потому что в Ламберге их в 5 раз больше, чем людей. Он указывает на замок Канар и говорит, что в замке проживает семья Пейла, которая является семьей главы графства. Арс замечает на улицах много состоятельных людей и надеется, что жители Ламберга однажды смогут жить так же. Наш герой решает использовать свой навык оценки и оглядывается по сторонам, пытаясь найти кого-нибудь с выдающимся талантом. Через некоторое время наш герой и Рид сидят у фонтана, и наш герой расстроен, потому что не смог найти никого с выдающимся талантом. Способности человека делятся на количество и компетентность, так что независимо от числового значения, без компетентности человек не сможет хорошо работать. Рейтс заверяет его, что у них еще есть время найти кого-то с талантом, поскольку они только начали свой поиск. Пока Рес изучает карту города, наш друг останавливается в переулке с нищими. Рес рассказывает ему о достопримечательностях, но он замечает, что наш друг смотрит на что-то другое. Он подходит к нашему дому и заглядывает в переулок. Он сообщает нашему, что нищие будут всегда, пока есть богатые люди. Рейтс признает, что говорить такие вещи неправильно, поскольку наши спасли его от такой жизни, но он говорит нашим, что они ничего не могут сделать для людей. Наш согласен с Рейтсом, но он говорит Рейтсу, что его взгляд на город изменился после того, как он увидел людей, живущих в таких условиях. Он говорит Рейтсу, что хочет построить общество, в котором не будет дискриминации между богатыми и бедными. Хотя он и признает наивность своих амбиций, он говорит Рейтсу, что верит в то, что талант есть у каждого. Рейтс признает, что гордится тем, что служит у нас, и это очень удивляет наших сотрудников. Странный персонаж, который шпионит за ними, уходит. Они прибывают на самый большой рынок в Кенри, и наш посетитель удивляется, сколько еды он может увидеть. Торговец пытается убедить его купить драконье яйцо, чтобы он мог взять его в качестве домашнего питомца. Наш клиент удивлен, что драконы существуют, и еще больше озадачен тем, что их можно приручить. Наш клиент купился на выгодные предложения торговца, и тот сказал ему, что редкие яйца стоят по 1 серебряной монете за штуку. Как человек, владеющий дзюдзюцу, наш клиент просит торговца дать ему 3 драконьих яйца, а сам роется в своей сумке в поисках денег. Рейтса предатель не одурачил, и он недоумевает, почему торговец продает людям подделки. Он допрашивает предателя с помощью меча, а тот пытается притвориться невиновным, но Рейтс ничего этого не понимает. Рейтс знал, что город больше не торговал с континентом, где можно было найти яйца. Он сказал предателю, что яйца не настоящие, потому что их размеры и цвет отличаются от тех, о которых он читал в книгах. Он убежден, что яйца – это яйца ящерицы, которые предатель выдал за драконьи, но предатель отрицает это. Рейтс собирается лишить жизни предателя за попытку обмануть нас, и предатель начинает произносить свои последние молитвы. Ас вмешивается и умоляет Рейд пощадить предателя, потому что он больше не покупает яйца. Рейд извиняется за то, что действовал неосторожно, но Ас благодарит его за то, что он спас его от сканирования. Он задается вопросом, сможет ли другой трейдер одурачить его так же, как торговец яйцами. Он решает стать более осведомленным, чтобы Райтс в конечном итоге не оборвал чью-то жизнь. Они решают продолжить поиск талантов, но через некоторое время берут перерыв на обед. Рейд советует есть медленно, протягивая ему стейк, но внезапно замечает киоск, торгующий конфетами. Он бросается к продавцу с деньгами и просит дать ему немного, но кто-то натыкается на него и освобождает от тяжести мешочка с деньгами. Наш сотрудник этого не заметил, и он думает, что человек столкнулся с ним случайно, потому что, казалось, он очень спешил. Рид сообщает ему, что у него украли сумку, и он заверяет его, что поймает вора. Он несет рупии на спине и начинает преследовать вора. Вором был тот странный человек, который шпионил за ними ранее. Рейтс подобралась к вору поближе и сняла с себя маскировку. Девочка убегает в переулок, и Рейтс следует за ней в переулок.
Вора внезапно окружают бандиты, и босс избивает маленького воришку за попытку убежать. Наш сотрудник пытается вмешаться и помешать мужчинам избить девочку, но босса выводит из себя его присутствие. Он пытается напасть на нашего сотрудника, но Рейдс блокирует его атаку и контратакует его. Он уничтожает босса, и его приспешники решают напасть на Рейд. Рейд уничтожает их одного за другим, а они поджимают хвосты и убегают. Арс интересуется, все ли в порядке с девушкой, и использует на ней свою способность оценивать ситуацию. Он обнаруживает, что она обладает способностями мага уровня S и очень высоким мастерством. Он видит, что девочку зовут Шарлотта, и он удивлен ее способностями, несмотря на ее юный возраст. Ас понимает, что ее магическая сила зашкаливает, хотя она и не очень искусна в других видах боя. Рейдс подходит к Шарлотте и просит ее вернуть сумку Ас, но Ас просит ее стать его вассалом. Рейдс шокирован этим, потому что думает, что она обычная воровка, но Ас сообщает ему, что ее магический талант феноменален. Шарлотта отказывается от его предложения, потому что не хочет работать на ребенка его статуса, и мы все в шоке. Он пытается убедить ее одолжить ему свои силы, но она говорит, что никогда раньше не использовала магию. Наш друг говорит ей, что он видит, что у нее впечатляющие магические способности, и он также понимает, что она ворует, потому что у нее трудная жизнь. Он говорит ей, что она могла бы жить лучше, если бы стала его вассалом, и она говорит ему, что это мнение с точки зрения благородного человека. Она удивляется, почему дворяне всегда смотрят свысока на таких людей, как она. Она говорит нашему, что не будет защищать его роскошную жизнь, но наш пытается убедить ее, что он не такой, как другие дворяне. Он говорит ей, что его мечта – построить город, где люди могли бы жить со спокойной душой и без страха дискриминации. Шарлотта говорит ему, что не может дождаться, когда он создаст такую утопию, если он не уверен в завтрашнем дне. Она думает, что он пытается нанять ее только для того, чтобы хорошо выглядеть, поэтому она снова отказывается от его предложения. Рейдс говорит ей вернуть сумку, которую она украла, и она соглашается, потому что не хочет оставаться у них в долгу после того, как они спасли ее. Арс интересуется, кто были эти люди, и Шарлотта говорит ему, что они приспешники каких-то работорговцев, от которых она сбежала. Арс пытается убедить ее бежать подальше, но она говорит ему, что не может, и Арс удивляется, почему. Внезапно несколько детей подбегают поприветствовать Шарлотту. Рейдс интересуется, кто эти дети, и Шарлотта говорит им, что они такие же сироты, как и она, живущие в переулке. Она говорит им, что не может просто так оставить детей, поэтому наш друг решает отдать ей свою сумку. Позже в тот же день наш друг сидит на скамейке возле своей комнаты. Рез пытается убедить его зайти в комнату, потому что на улице холодно, но наш мальчик не двигается с места. Рез говорит нашему мальчику, что он может сочувствовать Шарлотте, потому что когда-то сам был таким же, как она. Он сообщает нашему мальчику, что Шарлотта, вероятно, пострадала от рук дворян, и именно поэтому она думает, что все дворяне одинаковы. Он убеждает нашего ребенка, что он другой, но наш ребенок говорит ему, что он принимал свои привилегии как должное. Наш ребенок говорит Риду, что Шарлотта была права на его счет. Внезапно он видит сирот, бегущих по улицам и зовущих Шарлотту. Наш мальчик выходит им навстречу, и они сообщают ему, что Шарлотту поймали. Бандиты бросают Шарлотту на землю на своей базе и избивают ее за то, что она сильно усложняет им работу. Они продолжают избивать ее, но с тех пор Шарлотта перестала чувствовать, что выводит бандитов из себя, потому что она не плачет и не зовет никого на помощь. Главарь бандитов предупреждает своих подчиненных, чтобы они перестали избивать Шарлотту, потому что у нее уже есть покупатель, и он не хочет запятнать ее лицо. Он сообщает им, что не хочет портить репутацию своему клиенту, и бандиты соглашаются прекратить избивать Шарлотту. Они вдруг замечают сумку рядом с Шарлоттой и думают, что это одна из тех сумок, которые она украла у людей на улицах. Они поднимают сумку и замечают, что в ней много денег, но Шарлотта забирает сумку обратно и пытается убежать. Бандиты догоняют ее и удерживают, пытаясь доказать, что она от них никуда не денется. Шарлотта помнит лица детей, находящихся на ее попечении, и все, что могут сделать для них деньги в кошельке. Главарь бандитов сообщает ей, что бежать бесполезно, потому что все, что ее ждет, это жизнь, полная страданий. Он пытается убедить ее принять свою новую реальность и возложить всю вину на ее родителей, которые бросили ее, но кто-то внезапно убивает бандита, охраняющего дверь. Дверь взламывают, и бандиты удивляются, кто это вмешивается в их дела. Рейдс заходит в комнату, и бандит узнает его по их драке в переулке. Твари пытаются схватить Рейд, но он убивает любого, кто бросается на него. Главарь бандитов решает остановить оставшихся головорезов, чтобы они перестали нападать на Рейта, и Ри врывается внутрь, интересуясь, все ли в порядке с Шарлоттой. Она задается вопросом, что он делает на базе бандита, а главарь бандитов не может поверить, что наш настолько уверен в себе, что он может освободить Скотта после того, как сломал его дверь. Наш герой использует свои способности оценщика, чтобы узнать, что главаря бандитов зовут Альберт, и задается вопросом, не работорговец ли он. Альберт удивлен, что наш узнал его, и выясняет, что наш дворянин. Наш приказывает ему освободить Шарлотту, но Альберт сообщает ему, что он не может этого сделать, потому что Шарлотта для него товар. Он пытается заставить нашего понять, потому что думает, что он такой же, как другие дворяне, которые покупают у него рабынь. Наш человек подходит к нему и говорит, что он не такой, как другие дворяне. Шарлотта просит его отступить, удивляясь, почему он заступается за нее, хотя он едва ее знает. Арс
внезапно спрашивает ее, почему у нее такие пустые глаза, потому что это не выходило у него из головы с тех пор, как он встретил ее. Наш герой использует свою способность оценивать ее и замечает, что ее амбиции оцениваются на единицу. Альберт задается вопросом, о чем говорит наш герой, и наш герой объясняет ему, что чьи-то амбиции – это надежды человека на самого себя. Это желание совершенствоваться и надежда на будущее. В нашем примере объясняется, что Шарлотта разочаровалась в своем будущем, и именно поэтому ее оценка амбиций составляет всего 1 балл. В нашем примере интересно, может ли Альберт представить кого-то более печального, чем тот, кто потерял всякую надежду на свое будущее. Альберт смеется над этим, потому что знает, что Шарлотта рабыня, а у рабов нет будущего. Мне было интересно, почему Альберт смеется, когда он должен быть взрослым и защищать будущее детей. Но он предпочел украсть у Шарлотты ее собственное будущее. Он зол, что Альберт все еще осмеливается смеяться над этим, потому что они лишили Шарлотту возможности решать свое будущее. Шарлотта помнит, как она уныло сидела в переулке, пытаясь вспомнить, когда в последний раз проливала слезы. Она поняла, что слезы не помогут ей ничего решить и не повысят ее шансы на выживание. Шарлотта отказалась от своих мечтаний после того, как поняла, что судьбы людей определяются в момент их рождения. Шарлотта закрыла свое сердце для всего мира, чтобы они не причиняли ей боль своими пронзительными взглядами и снисходительностью. Шарлотта прибегла к воровству после того, как поняла, что плакать – удел слабых, и это сделает ее уязвимой перед миром. Она решила сосредоточиться исключительно на выживании и сделать все возможное, чтобы быть сильной, чтобы ей никогда не приходилось плакать. Шарлотта теперь удивляется, почему из ее глаз текут потоки слез, после того, как она поклялась никогда больше не проливать ни единой слезинки. Одному из головорезов не понравился тон, которым Арс обращался к Альберту, и Альберт решает отозвать еще нескольких своих подчиненных. Он признает, что был снисходителен к Аресу, потому что он дворянин, но теперь с него хватит его наглости. Шарлотта велит Аресу бежать в безопасное место, но Ас уверяет ее, что он обо всем позаботится и скоро с ней все будет в порядке. Ас велит Рейцу избавиться от головорезов, но те едва дают ему закончить фразу, как бросаются на него. Рейц быстро расправляется с первым головорезом, спрашивая их, знают ли они, какое тяжкое преступление они совершили. Он сообщает им, что платой за то, что они разозлили нас, будут их жизни, но они решают окружить его и уничтожить сразу же, как только он останется всего лишь одним человеком. Они все бросаются на него один за другим, но он уничтожает их последовательно. Альберт подает сигнал своим магам, чтобы они уничтожили рейтов, но он сводит на нет их магию своим мечом и побеждает их. Альберт сейчас не может подобрать слов, поняв, что Рейтс монстр. Шарлотта удивлена тем, насколько силен Рейтс, что у нее есть некоторая уверенность в том, что они могли бы это сделать. Рейтс задается вопросом, закончил ли Альберт, или у него еще есть люди, которыми он может пожертвовать ради своего эго. Альберт вызывает свое секретное оружие с верхнего этажа, и огромный бандит спускается по лестнице, удивляясь, почему все так шумят. Альберт сообщает им, что огромный бандит когда-то был капитаном Канарской армии, но его выгнали за плохое поведение. Шарлотта удивлена тем, какой огромный бандит, и она сообщает нашим, что они не могут с ним справиться. Наш использует свою способность оценивать бандита и говорит Чике, чтобы он был спокоен после ознакомления с особенностями бандита. Огромный бандит удивлен, что другие бандиты проиграли такому ничтожеству, как Рейтс. Но Рейтс говорит ему, что он может посмеяться над ними только в том случае, если ему удастся взять их в плен. Он упал. Здоровенный головорез обещает снять тяжесть с его головы и пытается схватить Рейтса, но хватает только воздух. Он задается вопросом, не растворился ли Рейтс в воздухе, но Рейтс висит на люстре, и он насмехается над ним за то, что он такой медлительный. Рейтс заставляет бандита съесть свой ботинок, а когда тот приходит в себя, он заставляет его увидеть бабочек сильным ударом в челюсть, который выводит его из строя. Шарлотта удивляется, почему Рейтс такой сильный, в то время как Альберт оплакивает своих павших солдат. Альберт предупреждает, что наши действия разозлят главу округа Канар, потому что он одобряет работорговлю. Наш человек знает об этом, поэтому он решает оплатить покупку Шарлотты. Альберт не преклонен в том, чтобы взять деньги, но Рейтс напоминает ему, что работорговля основана на доверии. Альберт задается вопросом, к чему клонит Рейтс, и Рейтс сообщает ему, что если они заберут Шарлотту, не заплатив, это разрушит его репутацию. Он предлагает сообщить своему покупателю, что кто-то подошел к нему с лучшими намерениями, чтобы им не пришлось прибегать к неэтичным мерам, чтобы обеспечить Шарлотте безопасность. Это безопасность. Альберт уступает, говорит Рейтсу забрать ее, и Рейтс так рад, что Альберт сотрудничает с ним, что они решают бросить Шарлотту. Ему нужно немного больше, чтобы покрыть его неприятности. Эйзи ценит Рейтса за его усилия, потому что все получилось именно так, как он и обещал. Рейтс сообщает нашим, что для него, как всегда, большая честь быть у него на службе. Они оба подходят к Шарлотке, и наш протягивает ей руку, чтобы помочь подняться, чтобы она могла вернуться к своим друзьям, которые ее ждут. Шарлотта неохотно соглашается, но когда они выходят с базы головорезов, Шарлотта сообщает им, что есть место, куда она хотела бы пойти до того, как они вернутся домой. Шарлотта ведет
ведет их через густой лес, что утомляет наших друзей, которые не могут дождаться, когда доберутся до места назначения. Шарлотту забавляет, насколько уязвимыми выглядят наши друзья, но через некоторое время она объявляет, что они прибыли к месту назначения. Наш друг поднимает голову, чтобы увидеть прекрасный вид на город со скалы, и Шарлотта сообщает ему, что это ее секретное место. Всякий раз, когда она любуется видом с этого места, все проблемы, связанные с присутствием города, уходят в небытие. Она всегда время от времени приезжает на это место, чтобы полюбоваться видом, просто чтобы сохранить рассудок, потому что ей нравится это место. Наш друг задается вопросом, почему она решила поделиться с ним своим особенным местом, и Шарлотта напоминает ему о его мечте построить город, где к обездоленным людям относились бы так же, как к дворянам. Она задается вопросом, почему у него такая мечта, и он говорит ей, что это потому, что он любит детей, заявление, которое могло бы привести его в восторг. В тюрьме, если он был там в своей прошлой жизни. Шарлотта недоумевает, почему он так говорит, даже когда он еще ребенок, а мы помним образы из его прошлой жизни. Он говорит ей, что улыбка ребенка может поднять настроение, когда человек подавлен, потому что улыбка ребенка полна надежды. Они оба в последний раз любуются видом, открывающимся с особого места Шарлотты. На следующий день Рейтс и наши друзья гуляют с детьми, пока они играют вокруг. Сироты рассказывают о своих мечтах о будущем, и мы рады, что у детей есть надежда на то, что может принести будущее. Мы убеждены, что счастье обладает огромной силой, и улыбки детей также могут повлиять на взрослых, чтобы они радовались будущему и старались жить лучше. Мы убеждены в этом, потому что такой энтузиазм может сделать город лучше. Наш герой вглядывается в далекий горизонт, надеясь, что он сможет построить место, где у детей всегда будет надежда. Он сообщает Шарлотте, что такая ответственность может лечь только на плечи главы города. Вот почему он хочет построить город, где такие люди, как она, смогут жить стабильно живет. Арес внезапно осознает, что его слова звучат так, будто он читает ей лекцию, и он извиняется за это. Он признает, что был захвачен моментом, потому что был так увлечен своими мечтами. К его удивлению, Шарлотта соглашается поехать с ним и стать его слугой. Наш друг задается вопросом, не будет ли Шарлотта беспокоиться о детях, но она сообщает ему, что именно из-за детей она едет с ним. Она сообщает ему, что хочет, чтобы у них было будущее, похожее на то, которое он описывает, и Рейтс решает подтвердить свои магические способности, используя волшебный предмет. Наш друг задается вопросом, откуда у него этот предмет, и сообщает нам, что позаимствовал его в доме, который они посетили. Рейд вручает Шарлотте волшебный предмет, чтобы она могла проверить свою магию, потому что он хочет сам увидеть ее магические способности, чтобы он мог полностью принять ее как товарища. Шарлотта призналась, что это ее первый опыт использования магии, и она даже не знает, как произносить заклинания. Рейтс решает показать ей, как произносить заклинания, в то время как Эрес смотрит на нее с нетерпением, задаваясь вопросом, на что способен человек со способностями С-ранга. Рейтс сообщает ему, что она готова, и произносит заклинание, которое ей сказал Рейтс. В ее протянутой ладони внезапно появляется огромный огненный шар, и в воздух вырывается пламя. К удивлению Рейтса и нашему, люди в городе тоже удивлены этим заклинанием. Волшебный предмет ломается от магической перегрузки, и Шарлотта довольна силой своего заклинания. Наш герой поражен силой Шарлотты, в то время как Рейтс настолько ошеломлен ее магией, что ему едва удается выдавить из себя комплимент. Шарлотта задается вопросом, будет ли у нее еда и жилье, когда она станет нашим слугой. Он сообщает ей, что она будет получать все это, включая ежемесячную зарплату, но она просит его отправлять ее зарплату детям, потому что им будет трудно обходиться без нее. Она сообщает ему, что все, что ей нужно, это еда и жилье, и обещает отдавать свою зарплату в детский дом. Аис сообщает ей, что он с энтузиазмом относится к ее будущему. Шарлотта падает ниц и обещает сделать все, что в ее силах, чтобы осуществить его мечту. И говорит ей, что она не должна быть такой формальной, и она решает покончить с этим, потому что у нее не очень хорошо получается вести светскую беседу. Наш сотрудник сообщает ей, что им нужно возвращаться домой, так как они получили то, что хотели, и у них заканчиваются деньги. Шарлотта немедленно извиняется за то, что украла их деньги, и благодарит их за то, что они спасли ее от бандитов. Наш сотрудник говорит ей, чтобы она не беспокоилась об этом, но Шарлотта и представить себе не могла, что однажды она будет работать на кого-то моложе ее. Она говорит Рейтсу, что ее больше интересует наше будущее, и Рейтс с ней соглашается. На следующий день Шарлотта отправляется попрощаться с сиротами, и наш герой рад, что у него теперь есть еще один надежный товарищ. Хотя он был рад, что его дом стал крепче, он также чувствовал давление от того, что его окружали удивительные люди, хотя он был совершенно нормальным человеком. Наш герой решил придерживаться своей мечты и приложить все усилия, чтобы достичь ее. На обратном пути они остановились перекусить, но Рейд заметил, что у Шарлотты плохие манеры за столом. Он сказал ей, что ей придется научиться этому, если она хочет остаться нашей прислугой, но она сказала ему, что это невозможно. Они возвращаются домой, но лорд Рёвен отказывается признать Шарлотту вассалом Аза, потому что поле боя не подходит для женщины. Аз просит Шарлотту продемонстрировать свою силу лорду Рейвену, и увидев результат, он немедленно принимает ее в дом Луван.
3 года спустя Ас приветствует своего отца, вернувшегося домой, и объясняет, что их владение находится в округе Кеннер. И из-за этого они имеют дело с землей споры с соседней провинцией. Таким образом, его отца несколько раз отправляли туда для разрешения конфликта. Несмотря на потерю нескольких человек, настроение у всех по-прежнему приподнятое. Наш герой бежит к своему отцу и спрашивает, как прошло сражение. Его отец объясняет, что победить было довольно легко, особенно потому, что у Шарлотты был шанс использовать свою магию. Он приветствует ее и объясняет, что благодаря своему безумному магическому таланту Шарлотта смогла быстро прославиться и стала одним из самых страшных магов. Она даже получила титул Леди Пламени Лувина и стала гордостью корпуса магов его дома. Мы даже не могли поверить, что один талантливый человек может внести огромные изменения, но теперь он понимает, насколько важным может быть умение. Внезапно появляется его мать, и мы узнаем, что есть еще одна новость за последние 3 года. У него теперь есть маленький брат и сестра-близнецы. Его отец следит за своими братьями и сестрами, замечая, как они меняются каждый раз, когда его отправляют в командировку. Его мать подтверждает это, но утверждает, что все они похожи на наших, что довольно странно. Наш брат проверяет статистику своего брата и замечает, насколько важными они станут в будущем. Внезапно появляется Рейтс и заявляет, что они могли бы найти более талантливых людей. Семья охотников переехала на их землю, и старших братьев хвалят за их мастерство. Наш друг решает проверить это на следующий день и готовится к отъезду с Рейд верхом на лошади. Рейд объясняет, что его семья живет в лесу, но Шарлотта хочет знать, что он собирается делать. Наш друг объясняет, и она решает присоединиться к ним в качестве сопровождающего, потому что сегодня у нее выходной. У нас самая приятная конная прогулка, но Шарлотта считает, что это отнимает слишком много времени. Рейтс объясняет, что это ее вина, потому что она не умеет ездить верхом, и они вынуждены ездить на одной лошади. Шарлотта жалуется, упоминая, что они с рекой С легкие и что Рейтс должен слезть и побегать. Он отказывается, потому что именно она настояла на том, чтобы поехать с ними. Она утверждает, что хочет сопровождать РС, но Рейтс настаивает на том, что он способен сделать все сам. Они продолжают спорить, и Шарлотта упоминает, что именно она может защитить наших из-за ее реальных боевых достижений. Однако наш герой замечает, что он разбивает своих товарищей и ищет новых. Продолжая свой путь, они видят проходящего мимо кабана, но в него попадает стрела. Они впечатлены тем, что только что наблюдали, и замечают 2 упомянутых братьев и сестер. Братья и сестры дополняют друг друга, вызывая на соревнования. Рейтс объясняет, что они должно быть именно те, кого они ищут. Заметив группу, братья и сестры извиняются за то, что не заметили их. А наш брат использует свое умение, чтобы проверить их статистику. Это Гдо и Маркус, и они понимают, что это те, кого они ищут. Их мастерство примерно в середине 60-х годов, причем у Гдо способности к стрельбе из лука имеют ранг А, в то время как у Маркуса ранг А. Братья и сестры спрашивают, что они здесь делают, и наш брат говорит им, что он здесь, чтобы что-то попросить. Они приглашают группу к себе домой, и их отец угощает их огромным количеством еды. Старик извиняется за то, что еды немного, но Шарлотта сразу же принимается за еду. Она спрашивает, что это за мясо, и Гатас объясняет, что это кабан, которого они поймали раньше. Он объясняет, что его трудно поймать, потому что он маленький и быстрый, но очень вкусный. Однако Рес советует ей проявлять сдержанность, потому что она выступает в качестве сопровождающего. Затем отец брата спрашивает, чего от них хочет наш брат. Наш говорит прямо и упоминает, что хочет, чтобы Гатас и Маркус служили солдатами в его семье. Их отец в восторге от этого, а наш упоминает, что он мог бы сказать, что они талантливы. Рейтс добавляет, что наш отец способен заметить чей-то талант, что увеличивает семейное счастье. Отец упоминает о том, что теперь они могут осуществить свои мечты и стать солдатами. Братья и сестры обещают сделать все, что в их силах, и он упоминает, что наш брат намного взрослее, чем его младший сын Розал, который примерно того же возраста. Нашему брату становится любопытно, и он объясняет, что его младший сын довольно неумелый. В то же самое время тот же самый ребенок тайком входит в комнату и берет буханку хлеба. Арс спрашивает, где Розал, а Шарлотта спрашивает, не он ли это. Они все замечают его, и отец говорит ему, чтобы он перестал красться, не поздоровавшись с господином сына. Мальчик оборачивается и явно слишком застенчив, чтобы поприветствовать кого-то должным образом. Рейтс замечает, что его прическа отличается от прически его братьев. Внезапно способность R активизируется, и он замечает огромный потенциал маленького ребенка. Не только его изобретательность может достигать 109 баллов, но у него также есть несколько навыков A-ранга, плюс он стратег S-ранга. Наш герой даже не может поверить в такую изобретательность и думает, что он похож на знаменитого генерала, который возродился. Он считает Розеля монстром и сомневается, что сможет найти более высокий статус во всей империи. Он знает, что у него низкие показатели, потому что Розелю всего 5 лет. Но при должном обучении он станет блестящим слугой в будущем. Отец оборачивается и извиняется за то, что Розель не подходит по сравнению со своими братьями. Однако наш отец сразу же упоминает, что он также хочет, чтобы Розель была его вассалом. Семья не может поверить в это, и отец пытается остановить это, говоря, что Розель принесет неприятности. Наш отец отвергает это и лично приглашает Розель присоединиться к нему. Розель сомневается в себе, но Ас объясняет, что он знает, что у него есть талант, и просит присоединиться к нему. Однако Розель начинает срываться, потому что думает, что они просто
заставляют его драться в будущем. Он представляет себе страшные лица Азреза и Шарлотты, готовых использовать его в своих целях. Не задумываясь, Розель отказывается, потому что знает, что умрет, и убегает. Мы не можем поверить, что его отвергли, но Рес упоминает, что видел это раньше, когда смотрел на Шарлотту. Отец приносит извинения и упоминает, что Розель, вероятно, не согласится, потому что он хрупкий и робкий по сравнению со своими братьями. Он объясняет, что его мать умерла 2 года назад, и с тех пор Розель изолировал себя от всех. Обычно сын охотника к 5 годам уже рубит дрова и тренируется обращаться с луком. Однако из-за отсутствия навыков ему, вероятно, придется бороться за выживание, не говоря уже о том, чтобы отправиться на войну. Тем не менее, наши специалисты говорят ему, что талант Розела не предназначен для того, чтобы быть солдатом, как у его братьев, потому что его таланты сделали бы его великим стратегом. Отец в замешательстве, но понимает, что его сын умен и хорошо говорит. Наши родители верят, что интеллект Розела им очень поможет, и решают зайти внутрь и спросить его еще раз. Войдя внутрь, Розел хватает свою книгу и ползет вдоль стены. РС извиняется за то, что напугал его, и пытается извиниться. Он спрашивает, нравятся ли Розалу книги, и тот подтверждает это. Он упоминает, что у него есть только эта книга, но его мать постоянно читала ее ему. Арс чувствует себя неловко из-за этого, и Розель объясняет, что когда он читает, он может забыть, что у него плохо получается во всем остальном. Несмотря на плохое самочувствие, наш сотрудник подходит к нему и спрашивает, не хочет ли Розель посетить библиотеку его семьи. Он подтверждает, что у них есть несколько книг, и Розель может взять все, что захочет. Розель, однако, пытается отказаться, потому что думает, что мы заставим его испытывать чувство вины и заставим его сделать все, что он захочет. Наш друг говорит нет, потому что он думал, что Розель могла бы получать удовольствие от чтения разных книг. Поскольку в этом нет никакого подвоха, Розель соглашается при условии, что его братья пойдут с ним. Наш брат соглашается и забирает братьев и сестер к себе домой. Добравшись туда, Розель пугается, потому что собака лижет ему лицо, но он думает, что это свирепый зверь, который собирается его съесть. Шарлотте поручено показать старшим братьям и сестрам окрестности и представить ее как капитана корпуса магов. Ей неприятно что-то делать, но она меняет свое мнение, когда ее хвалят. Затем наша команда использует этот шанс, чтобы привести Розел в библиотеку и рассказать, что у них есть по экземпляру каждой книги в Империи. Розел не может закрыть рот и начинает разглядывать книжные полки. Ас говорит ему, чтобы он чувствовал себя комфортно, и говорит, что ненадолго уйдет, потому что у него еще есть ежедневные уроки. Но оказалось, что Ас заснул после занятий и запаниковал, потому что подумал, что Розель ушла. Он побежал обратно в библиотеку и заметил, что Рейд заботится о Розель. Рейд объяснил, что Розель был слишком взволнован и решил почитать как можно больше, но в конце концов он устал и заснул. Рейд также рассказал, что он научил Розале нескольким словам, которых тот не знал, и он быстро смог понять, что они означают. Способность R активируется, и я не могу поверить, что показатель изобретательности Розаля вырос на несколько пунктов за несколько часов. Его братья и сестры приезжают, чтобы забрать его домой, и недоумевают, как он может наслаждаться книгами, если даже не умеет читать. Наши родители в шоке, но они объясняют, что охотникам не нужны навыки чтения. Розель просыпается, и наши спрашивают его, как он научился читать. Он объясняет, что помнит, как его мама читала ему, когда он был маленьким, поэтому он пытался сопоставить то, что она говорила, со словами на странице, пока не смог прочитать это. Гатас в замешательстве, потому что Розель в то время было 3 года, но маленький мальчик объясняет, что помнит все с самого рождения. Это шокирует всех, особенно наших, которые понимают, что Розель настолько талантлив, что научился читать самостоятельно. Он не может позволить такому таланту пропасть даром, но у него есть проблема – его семья. Рейтс предлагает, чтобы они рассказали всем, что есть способы охотиться без лука, что также придаст Розалу уверенности в себе. Поэтому на следующий день наш друг посещает семью охотников и говорит братьям и сестрам использовать ловушки вместо луков. Они все приходят в замешательство, но он объясняет, что это популярно на других континентах. Гатас не думает, что это сработает, потому что коллекторы быстрые и умные животные, и это не должно быть возможным. Наш герой, однако, возражает и держит Розеля за руки, упоминая, что его настоящая сила – это его мозг. И если он использует свой мозг, то сможет создать ловушку, которая заставит его отца признать его. Розель не верит в себя, но его братья подбадривают его, говоря, что помогут ему. Он решает попробовать, и через несколько дней его отец шокирован странным сооружением. Сыновья советуют ему заглянуть внутрь, и он не может поверить, что внутри находится такое количество источника. Они объясняют, что Розель устроила ловушку, и подталкивают его вперед. Мальчик объясняет, что он знал, что его отцу придется самому вести охоту, если его братья станут солдатами. Поэтому он прочитал о поведении швейников и сделал ловушку, основываясь на этом. Брат и сестра также указывают на какие-то травы, которые висят на некоторых из них, а Розел объясняет, что детские швеи и кормящие матери терпеть не могут их запах. Поэтому младенцы и матери должны держаться подальше от ловушки. Таким образом, мы сохраняем равновесие с природой, как того хочет его отец. Когда он снова оглядывается по сторонам, отец становится холодным и велит своим старшим сыновьям покинуть дом и забрать Розель с собой. Затем он просит наших сыновей позаботиться о Розель. Старик уходит, и Розель чувствует, что его ненавидят. Розель пытается уйти, потому что ему велели уйти, но наш человек говорит ему вернуться домой,
потому что у его отца должно быть есть на то свои причины. Ночью Розаль говорит себе, что его отец ненавидит его, потому что его мать заболела после его рождения. Позже она умерла, и он верит, что его семья ненавидит его и винит в ее смерти. Именно по этой причине он заперся в своей комнате. Он жалеет, что родился на свет, и начинает пытаться. Внезапно он слышит какой-то шум снаружи. Его братья и сестра с отцом забираются на крышу, и братья стараются не шуметь, одновременно благодаря своего отца за то, что он их вырастил. Они все вместе выпивают, а отец просит его поблагодарить за это их мать. Затем Гатос спрашивает, почему его отец был так холоден, когда разговаривал с Розал, несмотря на все его попытки произвести на него впечатление. Тем не менее, отец просто говорит старшим братьям, что Розал должен его ненавидеть. Он объясняет, что был слишком суров с Розалом и не заметил его таланта, потому что был сосредоточен на том, чего не мог сделать. Он считает себя отцом-неудачником из-за того, что не видел его потенциала. Поэтому он хочет, чтобы Розал провел свою жизнь в таком месте, где он сможет блистать. Проблема в том, что Розал такой же добрый, как и его мать, и заботится об их семье. Поэтому отец решил заставить Розала возненавидеть его и обидеться на него, вынудив его уйти. Отец начинает плакать и умоляет своих сыновей поддержать Розала и не потерпеть неудачу, как это сделал он сам. Розал слушает их разговор и плачет. На следующий день Ас и Рейтс приезжают, чтобы забрать всех, а Розел игнорирует своего отца и решает уйти, не попрощавшись. Его отцу грустно, но он решает сосредоточиться на рубке дров. Розель, однако, подходит ближе и показывает, что он никогда не мог ненавидеть своего отца. Он подтверждает, что был бесполезен дома, но он будет учиться у нас и станет очень полезным в будущем. Он начинает плакать и спрашивает, смогут ли они снова жить вместе, когда настанет этот день. Его отец оборачивается, плачет и говорит своему младшему сыну, что будет ждать его. Старшие братья и сестры поворачиваются к нам и благодарят его за то, что он взял всю их семью в качестве слуг. Наш брат, однако, показывает, что он заботится только о людях, которые живут в его владениях, и рад видеть, что их семейные узы восстановлены. Затем трое братьев и сестер клянутся в верности и обещают стать полезными в будущем. Эрес предлагает лорду Рейвену возглавить следующее сражение, поскольку он заболел, но его отец отклонил его предложение. Эрес настаивает, потому что знает, что его отцу не следует сражаться в таком состоянии, но лорд Рейвен говорит ему, что у него нет выбора, учитывая положение вещей. Эрес вспоминает, как губернатор миссии скончался год назад из-за болезни, и он назвал своего младшего сына своим преемником. Старший брат настаивал на том, что младший брат подделал документ, но младший сын сделал себе имя в бою. Это заставило немногих вассалов поверить, что он должен унаследовать трон вместо своего брата в соответствии с их обычаями. Это разделило регион миссии на две фракции, одна часть которых поддерживала старшего брата, в то время как другая фракция поддерживала младшего брата. Сец, соседняя провинция, воспользовалась этим разделением, чтобы перейти в наступление, что заставило наших понять, что ему все-таки нужно выйти на поле боя. В Ламберг направляется целая свита, и водитель кареты сообщает своему пассажиру, что они скоро прибудут в пункт назначения. Он сообщает ей, что они могут задержаться из-за дождя, но она говорит ему, что дождь – это знак того, что небеса улыбаются им. Лорд Рейвен сообщает нашим, что есть еще кое-что, на что он должен направить свои умственные способности. Наш смотрит на лорда Рейвена с удивлением на лице, и лорд Рейвен задается вопросом, почему он удивлен. Он напоминает ему о помолвке, а наш задается вопросом, когда и почему помолвка была устроена за его спиной. Лорд Рейвен говорит ему, что не может вспомнить, и он удивлен, что не сообщил об этом нашим. Он показывает нашим письмо, которое пришло несколько дней назад, а наши просто смотрят на него, совершенно сбитые с толку. Наш мальчик врывается в свою комнату и сообщает плохие новости о том, что пришло его письмо о помолвке. В то время как все удивлены, услышав это, Шарлотта разочарована тем, что наш мальчик не собирается провести с ней остаток своей жизни. Наш мальчик говорит ей прекратить шутить, потому что сейчас не время для этого, так как он только что услышал о помолвке в первый раз. Внезапно в комнату входит горничная, чтобы сообщить ему, что кто-то, называющий себя его женихом, приехал навестить его. Дух нашего героя почти покидает его тело, но он успокаивается и выходит на улицу, чтобы встретить своего посетителя. Он выходит на улицу, когда она выходит из своего экипажа, и задается вопросом, что ему делать теперь, когда она рядом, потому что в прошлой жизни у него даже не было девушки. Ему все время интересно, как будет выглядеть его невеста и как она поведет себя, когда подойдет к нему. Приходит его невеста, и она сообщает ему, что очень рада с ним познакомиться, и представляется как Лиша. Я бы обратилась в ФБР с жалобой на создателей этого аниме, но я уверена, что вы все не дадите мне увидеть дневной свет, так что я оставлю их в покое. Ас едва может говорить, когда он закладывает ее красоту, и пока он благодарит свою счастливую звезду. Он использует свой навык оценки, и он замечает, что у нее 100 баллов по дипломатии и 80
бесит по честолюбию. Внезапно она кажется нам такой пугающей, потому что он задается вопросом, почему у такого робкого и нежного человека могут быть такие высокие амбиции. У нашего героя внезапно начинают крутиться шестеренки, и он думает, что Ли Ша просто разыгрывает спектакль, пытаясь расположить его к себе. Мысль о том, что она свергнет его с трона, приходит ему в голову, и он понимает, что он единственный, кто может помешать ее коварным планам, пока его отец нездоров. Он обещает не дать ей одурачить себя, и Ли Ша задается вопросом, есть ли что-то на ее лице, так как наш только что смотрел на нее, не сказав ни слова. Ее компаньонка сообщает ей, что наш просто ошеломлен ее красотой, что заставляет ее краснеть. Мы просто не можем поверить, как мило она выглядит, когда краснеет. Он тут же забывает о своем обещании помешать ее коварным планам и приветствует ее, чтобы показать ей поместье. Они входят в поместье, пока все бегают вокруг, собирая вещи, и тут Джин, сопровождающая Лишу, замечает, что Рез Малкольм. Лиша удивлена, что он не знает о подвигах Реза на поле боя, и она просит его не говорить о нем плохо. Она просит его извиниться, и он немедленно просит прощения у наших, но наши говорят ему, чтобы он не беспокоился об этом. Наши удивлены, что Лиша так быстро привела Джин в порядок, и он начинает менять свое отношение к ней. Служанки приветствуют их в поместье букетом роз, и Лиша очень тронута их жестом по отношению к ней. Она высоко оценивает их усердную работу по наведению порядка в доме, а также блюда, которые они подают во время ужина. Мы объясняем, как они готовили это блюдо, но Лиша замечает, что у него на лице немного соуса, и указывает на это. Наш быстро смывает его, но он впечатлен тем, что Лиша может поддерживать беседу, даже если у него нет никаких навыков общения. Ас понимает, что был бы по уши влюблен в Лишу, если бы у него не было навыков оценки после того, как он мысленно перебрал ее качества. Лисия сообщает Азу, что она проезжала через Ламберг по пути туда и говорит, что это замечательное место. Наш друг сказал ей, что он бы сам показал ей окрестности, если бы неплохая погода, и она сказала ему, что у него будет такая возможность. Облака внезапно рассеиваются, и наш друг задается вопросом, может ли Лиша управлять погодой. Она говорит ему, что просто наблюдала за облаками из своей коляски, чтобы понять, что погода меняется. Она просит наших показать ей окрестности, пока Шарлотта и Розаль подглядывают за ними через дверь. Шарлотта спрашивает Розаля, что он думает о Лише, и он отвечает, что она кажется милой, но он ее боится. Шарлотта признается, что чувствует то же самое, потому что Лиша кажется очень опасной. Мы с Лишей идем гулять, и некоторые горожане узнают наших, но Лишу они не узнают. Наш человек представляет ее им как свою невесту, и они предлагают ему устроить вечеринку, чтобы отпраздновать это событие. Наш человек знает, что он не может сказать им, что Лиша может представлять угрозу для их владений. Он слышит спор и спешит на место происшествия, где свидетель сообщает ему, что два торговца спорят из-за заказа магического камня. Арс решает непременно вмешаться, потому что Лиша увидит его некомпетентность, если он потерпит неудачу. Шарлотта внезапно появляется из ниоткуда и предлагает покончить со всем одним ударом своей магии, но Лиша останавливает ее. Лиша узнает в ней знаменитого мага и просит пожать ей руку, потому что она фанатка Шарлотты. У Шарлотты нет другого выбора, кроме как пожать ей руку, но она замечает, что Розель выглядит разочарованной в ней. Люсия предлагает ей уладить спор и просит Ареса об одолжении, если ей это удастся. Пока мужчины ссорятся, она подходит к ним и говорит, что такая ярость может испортить их красивые лица. Мужчины интересуются, кто она такая, и она представляется как наша невеста. Мужчины счастливы, что нашему парню удалось заполучить такую красивую молодую леди в качестве своей невесты. Она сообщает торговцу, что хотела бы купить добротный магистон, который был ошибочно куплен поставщиком, поскольку они не могут добывать камни в ее стране. Она предлагает обменять камни по хорошей цене, и она предлагает торговцу избыток огненного магистона, который они добыли из вулкана в ее стране в разумная цена. Говорит она им, именно нам пришла в голову идея, которая заставляет людей радоваться, что он заинтересован в разрешении мелких споров. Он предлагает им составить контракт на будущее, чтобы предотвратить подобные споры, и после того, как толпа рассеется, наш человек благодарит Лишу за ее блестящую идею. Лиша просто рада, что теперь все улажено, но наш человек убежден, что ее дипломатический уровень находится на следующем уровне. Позже, в тот же день после их прогулки, наш человек извиняется за то, что заставил Ликию так много гулять. Но она говорит ему, что это того стоило, потому что она получила много знаний. Внезапно приходит Шарлотта и говорит ей, что ее не принимают, даже если она сможет уладить споры с торговцами. Она все еще сердится на всю эту историю с помолвкой и говорит Лише, чтобы она не чувствовала себя слишком важной персоной. Лиша решает заручиться ее благосклонностью. Она говорит ему, что хочет задать ему вопрос, и умоляет его ответить честно. Она спрашивает его, какой человек ему нравится, и РС задается вопросом, что за вопросы она задает, потому что он не знает, каков ее финал. Он думает о том, чтобы остроумно уклониться от ответа, но понимает, что ему не перехитрить Лишу, поэтому решает ответить честно. Он говорит ей, что ему нравятся люди, которые высказывают свое мнение и ничего от него не скрывают, и она обещает иметь это в виду. На ужин они едят экстравагантное блюдо, приготовленное рейцем, а Шарлотта устраивает волшебное представление
явление, которое всем нравится. Арс был разочарован, что не узнал, чем занимается Лисия. Поэтому он решил продолжить с того места, где остановился на следующий день, так как она осталась на ночь. Он уже почти засыпает, когда приподнимает простыню и видит, что под ней прячется Лисия. Он пытается закричать, но она заставляет его замолчать. Наша девочка задается вопросом, не заблудилась ли она, но она сообщает ему, что кто-то показал ей его комнату. Так что она выскользнула из своей комнаты и пошла к нему, потому что хотела увидеть удивление на его лице, когда он увидит ее в своей постели. Она сообщила ему, что хочет с ним поговорить, и он налил ей чаю. Он спросил ее, о чем она хочет поговорить, а она спросила его, что он о ней думает. Наша девочка была удивлена этим вопросом и призналась, что может рассказать о чьих-то чувствах, даже если они пытаются это скрыть. Она сообщила нашему ребенку, что чувство, которое он испытал, когда впервые увидел ее, было подозрением. Ее это вполне устраивало, так как они только познакомились, но она была удивлена, что его подозрительность росла по мере того, как она с ним общались, что было довольно странным явлением. Она задавалась вопросом, почему он не доверял ей настолько, что попросил ее рассказать ему о своих истинных чувствах. Наш клиент впечатлен ее наблюдательностью, и он понимает, что на какое-то время заставил ее почувствовать себя неловко, поэтому решает ответить честно. Он сообщает ей о своих навыках оценки и говорит, что у нее более высокие показатели дипломатичности и честолюбия, чем у большинства людей. Это навело его на мысль, что у нее был скрытый мотив, потому что ее действия были тщательно просчитаны. Наш друг не думает, что Ликия поверит ему, но она говорит ему, что верит ему, потому что это объясняет его поведение по отношению к ней. Она признает, что у нее высокие амбиции, и наш друг задается вопросом, к чему она стремится. Но она говорит ему, что просто хочет, чтобы в нее влюбился удивительный мужчина с первого взгляда. Наш друг понимает, что у нее были правильные амбиции, поскольку она дочь лорда. И он считает, что для нее не совсем идеально быть помолвленной с кем-то вроде него, который управляет небольшим поместьем. Лиша признается, что она может угадать, о чем думает наш друг, и она говорит ему, что разорвала бы их помолвку, если бы он оказался клятвопреступником. Но она сообщает ему, что проведя с ним время, она изменила свое мнение и была бы готова выйти за него замуж. Наш друг повторяет, что он является лордом небольшого поместья, и она говорит ему, что есть вероятность, что его владения могут быть расширены. Наш друг говорит ей, что он просто окружен людьми, которые облегчают ему работу. И она говорит ему, что заметила, что его любили за то, насколько милыми люди были настроены по отношению к ней, когда она представилась как его невеста. Она сообщает ему, что полюбила его так же, как любят его родные, и, возвращаясь в свою комнату, желает ему спокойной ночи. У нас начинается нервный срыв из-за того, как он отреагировал на Лишу. Он удивлен, что ее амбиции были такими очаровательными, но ему приятно, что она высказала свое мнение, не ставя под сомнение его мастерство. Тем временем Лиша разочарована тем, что она не соблюдает этикет, пробираясь в комнату джентльмена, а затем смущенно убегая. Но она была рада, что впервые в жизни смогла рассказать кому-то о своих истинных чувствах. На следующий день Лиша задумалась о том, что люди не принимают во внимание других, когда борются за власть. Она не была счастлива от того, что может чувствовать чувства других людей до того дня, когда узнала, что могла бы избежать такого злого мира, если бы вышла замуж за человека с политическими способностями. С того дня она начала ценить свою способность говорить то, чего не имела в виду. Изначально она не планировала выходить замуж за представителя дома Луван, потому что хотела, чтобы дом был сильнее. Она всего лишь хотела произвести хорошее впечатление и создать благоприятные отношения, но в итоге она вызвала у реки С подозрение. Она была удивлена, что он стал относиться к ней с подозрением, независимо от того, сколько раз она сверкала своей гипнотической улыбкой и все это время. Она не могла понять, о чем он думает. Так было до тех пор, пока он не купил ей мазь от волдырей, которые у нее появились из-за того, что она так много ходила в тот день. Она поняла, что он был добрым, независимо от ранга человека, потому что относился к гражданам как к членам своей семьи. Лиша мечтала стать частью такого мира, где все относились бы друг к другу как к членам семьи. Она была очарована нашим миром, потому что он принял ее после того, как она рассказала ему, кто она такая. Она была благодарна Богу за то, что он дал ей такую способность. Она знала, что кто-то попытается навредить нам, потому что он был таким добрым, поэтому она решила остаться рядом с ним, чтобы никто не смог до него добраться. После того, как Лиша уехала, она начала обмениваться письмами с Азом, который всегда нервничал, когда писал ей. Война в регионе утихла, и лорд Рёвен немного оправился от своей болезни, что сделало нас счастливыми. Теперь он также был убежден, что хочет жениться на Ликии, и надеялся, что такая мирная жизнь сохранится навсегда. Наш семейный врач сообщил, что состояние его отца ухудшилось, и посоветовал ему приготовиться к худшему исходу. Наш врач понимает, что он не смог отплатить своему отцу за все, что тот сделал, поэтому он возносит безмолвную молитву небесам, чтобы они сохранили его отцу жизнь. И дай ему больше времени. Тем временем в замке Аркантис в тронный зал герцога Мишенского заходит наемный убийца. Когда герцог понимает, что попал в беду, он пытается сбежать, но наемный убийца настигает его сзади. Солдаты замка преследуют убийцу и окружают его, прежде чем он успевает убежать, но он выпрыгивает через стеклянное окно, лишая себя жизни. Солдаты разочарованы тем, что им не удается наказать убийцу за его ужасный поступок. Лорду Рейвену сообщили об этом инциденте, и он передал новость нашим
старшим и своим товарищам. Он спросил Розаль, к чему, по ее мнению, приведет этот инцидент, и она сказала ему, что наиболее вероятным результатом будет прекращение войны по всей провинции. Лорд Рейвен разделяет с ней тот же мыслительный процесс, потому что он думает, что сыновья герцога начнут ссориться из-за того, кто станет преемником. О герцоге. Он предполагает, что главам графств каждого округа придется выбирать между поддержкой лорда Корана, который является старшим сыном герцога, герцог или лорд Басамарк, который является младшим сыном герцога. Он понял, что лорд Ламер, который является главой графства Канар, скорее всего встанет на сторону старшего сына, и он сообщил нашим, что они должны следовать решению вождя, когда придет время. Он советует Рейдсу быть готовым покинуть замок в любой момент, потому что вождь, скорее всего, созовет собрание лордов, чтобы определить их дальнейшие действия. Лорд Рейвен сказал им, что он тоже готовится к отъезду, но когда он пытается встать с кровати, его тело подводит его, и он падает обратно в агонии. Позже в тот же день Рейдс получает письмо от вождя Ламы и вручает его РС, который читает письмо. Лорд Лама хочет, чтобы они приехали в округ Кеннер через 3 дня, а РС предлагает поехать вместо лорда Рейвена с Шарлоттой, так как он плохо себя чувствует. РС отклоняет его просьбу, потому что он хочет сам представлять интересы своего отца. В назначенный день Ас прибывает в Канар в сопровождении Шарлотты и Рейдса. Ас нервничал, потому что не знал, с каким человеком ему придется иметь дело в качестве главы округа Кеннар. Они направляются к городским воротам, где стоит охранник, проверяющий людей, въезжающих в город. Арс подходит к охраннику и представляется ему. Он показывает ему письмо приглашения от главы графства Кеннер и объясняет, что он посещает город в субботу от имени своего отца. Охранник подтверждает, что письмо подлинное, но он задается вопросом, действительно ли это письмо от семьи Лувен, потому что он не предполагал, что они приедут. Пришлите ребенка, чтобы он заменил их. Шарлотта задается вопросом, не сомневается ли охранник в их подлинности, и охранник узнает в ней принцессу Пламени из семьи Лувен. Охранник также быстро узнает в Рейдсе мрачного жнеца из семьи Лувен, и мы удивлены необычными прозвищами, которые он дает своим сопровождающим. Рейдс сообщает охраннику, что ему не нравится это имя, потому что оно делает его опасным человеком, но наш знает, что это имя подходит его спутникам. Личность, потому что он действительно опасен. Наш сотрудник убеждает охранника пропустить их, так как он знает, кто они такие, и охранник подчиняется. Он пропускает их через ворота и ведет к замку. Наш мальчик нервно оглядывается по сторонам, когда они идут по замку, и Шарлотта замечает, что он нервничает. Она указывает ему на это, и он извиняется за то, что у него сдали нервы. Их приветствует Ренард, вассал лорда Ламы, и Арес представляется Мине, говоря, что он пришел вместо своего отца. Мина понимает, что лорд Рейвен действительно болен, и молится о его скорейшем выздоровлении. Арс применяет свой навык оценки к Мине и замечает, что у него высокие средние показатели, что делает его хорошим универсалом. Мина пытается убедить Шарлотту и Рейд приехать в замок Кеннер, потому что он наслышан об их подвигах. Наш герой удивлен неожиданным предложением, но Рейд и Шарлотта отказывают ему, потому что они уже поклялись в верности семье Луван. Мина разочарована тем, что он не смог связаться с ними достаточно рано, но он рад, что они служат в хорошей семье. Наши друзья благодарят его за комплимент, а Минас говорит им, что пришло время познакомиться с другими лордами, чтобы они не заставляли их ждать. Он ведет их к двери зала собраний, которую открывает наш друг, и они входят. Ас представляется Господу и сообщает им, что представляет своего отца, лорда Рейвена, который является мэром Ламберга. Никто ничего не говорит в ответ, поэтому Ас решает поспешить к своему месту и сесть, пока у него не подогнулись колени из-за давления в комнате. Он недоумевает, почему лорды молчат, и думает, что они не обращают на него внимания, потому что он ребенок. Кролл или Слоу узнает в нашем сыне лорда Рейвена и передает ему свои приветствия. Наш друг признает Кралла лордом баронства Калмарии, и он помнит, что играл с ним, когда был ребенком. Наш друг говорит Кралу, что это он должен поприветствовать его, но Крал так рад видеть, что наш уже совсем взрослый, поэтому он предлагает ему немного печенья, поможет ему расслабиться. Наш друг ценит этот жест, но он замечает, что другой лорд пристально смотрит на него и снова начинает нервничать. Двери комнаты открываются, все встают и кланяются в знак почтения, когда входит лорд Лума, глава графства Кеннар. Он благодарит всех за то, что пришли, а наш сотрудник использует свои навыки оценки, чтобы проверить статистику. Он видит, что у него высокий уровень дипломатических навыков, но понимает, что это не слишком бросается в глаза. Он внезапно замечает, что Мина, вассал вождя, восполняет все недостатки вождя. И он приходит к выводу, что они оба смогут найти правильное решение для любых проблем графства, если они будут работать вместе. Лорд Люмер приносит извинения за то, что собрал всех так быстро, но он хотел передать кое-какую информацию
провинцию лично. Он говорит им, что теперь, когда герцог Мишн был убит, неизбежно разразится война, и он говорит им, что графство Кеннер встанет на сторону лорда Корана, старшего сына. Лорд Луми просит не возражать против его решения, но все присутствующие согласны с ним. Он также сообщает им о слухах о том, что герцогство святых может воспользоваться возможностью напасть на них, и советует им подготовить свои силы к предстоящей войне. В то время как другие лорды отправляют сообщения на свои территории, Арс просто продолжает сидеть на своем месте, потому что он так нервничает. Лорд Лама подходит к нему, и Арс извиняется за свою грубость, но лорд Ламаир всего лишь хотел передать свои приветствия лорду Рейвену. Арс благодарит его за заботу, но лорд Ламаир хвалит его за то, что он хорошо представляет интересы своего отца, несмотря на то, что ему всего 11 лет. Он знал, что Ламберг обладает высокой военной мощью, несмотря на то, что это небольшая территория, и он говорит Арсу сделать все возможное в предстоящие военные времена, потому что он рассчитывает на него. Он возлагает такие же надежды на Рейдса и Шарлотту, и все они заверяют его, что сделают все возможное. Лорд Ламмо уходит с собрания, и все они дают молчаливое обещание не подвести его. Лорд, который ранее пристально смотрел на РС, окликает его, и он представляется как лорд Хаммонд. РС узнает в нем лорда баронства Тарбаквиста и отца Лиши. РС задается вопросом, почему лорд подошел к нему, и лорд сообщает ему, что Лиша была в плохом настроении с тех пор, как вернулась, потому что была недовольна своим общением с ним. Хотя Арс и недоумевает, что он сделал не так, он приносит извинения за то, что стал причиной плохого настроения своей дочери. Лорд Хэммонд спрашивает Аиса, ответил ли он на письмо своей дочери, и Аис вспоминает, что не смог написать ответ, потому что его отец заболел, а затем герцога убили. Так что у него не было времени побыть одному. Он говорит лорду Хэммонду, что тот не ответил, и лорд разочарован, услышав это. Наш друг обещает прислать ответ, как только он вернется домой. Господь понял, что его дочери понравилась наша дочь, потому что раньше она вела себя без эмоций, но в последнее время она стала выразительной и очевидной. Лорд Хэммонд признается, что не уделял ей достаточного внимания, когда она была маленькой, после того, как заметил, какая она умная. Это сделало Лишу одинокой, потому что он предпочел уделять приоритетное внимание своей работе лорда, вместо того, чтобы уделять ей внимание, которого заслуживает ребенок. Лорд Хэммонд просто надеялся, что Ликой сможет быть счастлива, потому что в детстве она была свидетелем различных ссор между аристократами на их территории, что доставляло ей немало хлопот. Лорд Хэммонд знает, что виноват в этом он сам, но он не мог не смотреть на нас с презрением за то, что мы играем чувствами его дочери. Он приносит извинения за это, потому что признает лорда Рейвена свирепым воином, и он может быть уверен, что Лиша будет в безопасности с его сыном. Вот почему он дал ей разрешение выйти за него замуж. Он умоляет Аза позаботиться о его дочери, и Аза обещает сделать все возможное, чтобы она была счастлива. Лорд Хэммонд уходит, и РС понимает, что он заботится о своей дочери. Они возвращаются домой, и наш сотрудник сообщает лорду Рейвену информацию, переданную на встрече. Он не удивлен решением лорда Луми, но он говорит нашему, что не ожидал, что тот придет навстречу лично. Наш ребенок думает, что его отец недоволен его действиями, но он получает комплиментарное поглаживание по голове, когда отец хвалит его за зрелость. Он благодарит своего отца за комплимент и идет в свою комнату, чтобы написать ответное письмо Лише. Он объясняет ей причину, по которой не смог ответить ей немедленно, но также сообщает, что познакомился с ее отцом. Он надеялся, что их семьи смогут работать вместе во время войны, но он беспокоился о ее благополучии сейчас, когда напряженность была высокой. Он помнит о своем обещании ее отцу выиграть войну, чтобы он мог защитить ее, поэтому на следующее утро он решает тренироваться с Рейд. Рейд сбивает его с ног, но он снова встает на ноги, чтобы продолжить, потому что он хочет быть в состоянии сделать самый минимум, когда война в конце концов закончится. Вырывается наружу. Рейд советует ему отдохнуть, так как они тренировались все утро, но Арс убеждает его продолжать, потому что он все еще в хорошей форме. Арс разочарован тем, что ему не становилось лучше, в то время как все остальные шли на поправку. Он вспомнил катастрофический исход имитационного сражения, в котором он командовал несколькими войсками, и это заставило его осознать, что у него нет никакого практического опыта ведения войны. Он вспомнил, как вздрогнул, увидев приближающихся к нему солдат, и хотя он был уверен, что Рейдс и Шарлотта помогут ему, он не хотел, чтобы подорвать моральный дух войск на поле боя своей неуверенностью в себе. Он знал, что было бы бессмысленно возглавлять армию могущественных людей, если бы он был слаб. Розелла внезапно подбегает к нему и сообщает, что лорд баронства Калмари просит их о помощи, потому что герцогство святых направило силы вторжения на их территорию. Рейдс помнит, что лорд Крал отвечает за эту территорию, но Рейдс понимает, что они не могут оставаться в стороне от битвы, потому что они близки к тому, чтобы успокоиться, и они будут следующими в списке на вторжение. Эр понял, что ему пора идти в бой, потому что его отец был не в том состоянии, чтобы руководить войсками. Он нервничает, но он сообщает им, что сам будет командовать войсками, и просит их собраться во внутреннем дворе. Рейдс обещает помочь ему выиграть его первую битву. После того, как войска соберутся, наш солдат начинает произносить печально известную военную речь, но его отец внезапно обрывает его, потому что он еще недостаточно взрослый, чтобы идти на войну. Лорд Рейвен решает возглавить войска, но наш напоминает ему, что он болен и не может идти на войну. Лорд Рейвен говорит нашим, что отдаст свою жизнь, чтобы защитить будущее графства
Кэннон. Рейтс пытается защитить наших, но лорд Рейвен говорит ему держаться от этого подальше. Наши пытаются убедить лорда Рейвена, что они победят, потому что на его стороне Рейтс и Шарлотта, но лорд Рейвен говорит ему, что проблема в том, что у Ра нет лица воина. Лорд Рейвен понимает, что наши люди не понимают, о чем он говорит, поэтому он просит своих солдат привести преступника для казни. Он говорит нашим, что преступник совершил ужасные преступления, но его болезнь задержала казнь. Он говорит нашим, чтобы мы наблюдали, как он казнит преступника, и обещает признать в нас воина и позволить ему вести войска в бой, если он будет сохранять спокойствие. Наш ребенок удивляется, как его отец может ожидать, что он будет сохранять спокойствие, когда у него на глазах казнят человека. Но преступник говорит ему, что он испытывает самые лучшие чувства, когда забирает жизни невинных людей, такие же, как у населения. Лорд Рейвен отдает приказ привести казнь в исполнение, и хотя наш человек старается сохранять хладнокровие, его начинает тошнить и его рвет. Лорд Рейвен приходит к выводу, что наш человек не может возглавить войска, поэтому он решает возглавить их сам. Товарищи Аза подбегают к нему, чтобы утешить, но лорд Рейвен велит им следовать за ним, потому что им нужно идти в бой. Когда они уходят, оставив Аза на коленях, он понимает, что на самом деле не готов к войне. На границе конфликта лорд Рейвен галантно ведет своих людей через поле боя, уничтожая множество врагов. Он доблестно скакал на своем коне, возглавляя атаку солдат, а рядом с ним скакал Рейтс, уничтожая вражеских солдат, как фигурки из конструктора Лего. Розал оставался в безопасности в тылу врага, как тактический гений, руководя продвижением пехотинцев и лучников. Он отдал им приказ сгруппироваться и вести прицельный огонь по врагам, уничтожив большинство врагов на передовой. Шарлотта также двигалась вместе с армией, легко уничтожая вражеских солдат с помощью своей подавляющей магии и прорываясь через крепость. Лорд Рейвен и Рейтс продолжали сражаться на передовой, прорываясь сквозь вражеский строй и устремляясь вперед. Хотя лорд Рейвен все еще был болен, это его не остановило, и его решимость выиграть битву оставалась сильной, поскольку он продолжал двигаться вперед. Хотя враг превосходил Кинарскую армию численностью в 2 раза против 1, армия Луванта смогла взять крепость благодаря руководству лорда Рейвена. Битва длилась больше месяца, и лорд Рейвен смог вернуться в семейный дом Лувантов только через 4 дня после дня рождения Эр. Боевой отряд вернулся с вытянутыми лицами солдат, которые несли на носилках потерявшего сознание лорда Рейвена. Леди София ухаживает за лордом Рейвеном, лежащим на больничной койке, но она беспокоится о нем. Дети тоже беспокоятся и задаются вопросом, выкарабкается ли лорд Рейвен, но леди София успокаивает их. Наш отряд продолжает приветствовать военный отряд, состоящий из Рейтса, Розеллы и Шарлотты, и Рейтс задается вопросом, не пострадал ли наш каким-то образом сам. Наш отряд говорит ему, что он получил несколько ушибов на тренировке, и ему не стоит об этом беспокоиться. Он спрашивает их, как дела у его отца, и Рейтс сообщает ему, что хотя лорд Рейвен превосходно проявил себя в бою, после битвы его настигла болезнь, и он упал в обморок. Он сообщил нашим, что лорд Ворон не в лучшей форме, потому что долгая битва сказалась на нем, в сочетании с его плохим здоровьем. Наш винит себя в том, что заставил своего отца идти в бой, но они говорят ему, что это не его вина, потому что здоровье лорда Ворона уже было подорвано. Наш благодарит их за добрые слова и просит держать его в курсе состояния здоровья его отца. Рейтс интересуется, куда он направляется, а наш сообщает ему, что он собирается продолжить тренировки, что удивляет Рейтса, потому что уже очень поздно. Наш говорит ему, что он не возражает против тренировок, даже если уже поздно и он уходит. Розелла интересуется, все ли в порядке с нашими, и Розелла сообщает им, что наши тренировались целый день, пока их не было. Она надеется, что он не доведет себя до такой степени, что станет прикованным к постели, как лорд Рейвен. Они вдруг слышат стук во входную дверь и удивляются, кто бы это мог прийти в гости в столь неурочный час. Входит леди Лиша со своей компаньонкой, они ищут нас, и Рит удивляется, почему она пришла так поздно. Она сообщает им, что беспокоится о нас, потому что они обменивались письмами, и она заметила изменения в его письме с тех пор, как начался конфликт. Она говорит им, что его слова в письмах казались более отстраненными, потому что в них отсутствовали эмоции, которые они когда-то выражали, и это встревожило ее. Она спрашивает их, все ли у него в порядке, и Рейтс говорит ей, чтобы она не обижалась, потому что на это есть веская причина. Лиша говорит ему, что она беспокоится, но не обижается, и просит его рассказать ей, что происходит. Розель и Шарлотта убеждают Эрзе рассказать правду, и Эрзе решает рассказать Лише все. Он объясняет, что Арс борется с чувством неполноценности, так как его попросили остаться дома, пока они были на войне. Он также сообщает ей, что чувствует себя виноватым за ухудшение состояния лорда Рейвена, что заставляет Лишу стыдиться того, что она не смогла помочь ему в трудную минуту, несмотря на то, что он был в беде. Быть его невестой.
Она спрашивает у Рейдса, где мы находимся, и он ей сообщает. Она направляется в тренировочный зал, где может подслушать, как проходит тренировка за закрытыми дверями, что заставляет его колебаться, прежде чем войти. Она слегка приоткрывает дверь и частично входит в комнату, но когда она пытается окликнуть его сбивает с ног тренер, который советует ему остановиться, тренируйтесь в течение дня и возобновляйте на следующий день. Арс настаивал на том, что им нужно продолжать, потому что его отец только что участвовал в битве в ужасных условиях, и ему нужно проявить такую же решимость, чтобы защитить всех. Арс поднимается на ноги и продолжает тренировку, в то время как Лиза молча выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. Рейдс задается вопросом, не хотела ли она поговорить с нашими, но она поняла, что сейчас неподходящее время для этого. Прибежала одна из служанок и сообщила им, что лорд Рёйвен пришел в сознание. Они очень обрадовались этой новости и решили сообщить нашим, но горничная сказала им, что лорд Рёйвен хочет поговорить с ними первым. Они приходят навестить его в его комнате, и он извиняется за то, что причинил им неприятности, а Шарлотта удивляется, почему лорд Рёйвен ведет себя так по-другому. Он говорит ей, что в настоящее время разговаривает с ними не как их лорд, и спрашивает, как им нравится жить в замке Луван. Они признаются, что их жизнь стала лучше, чем была раньше, но он говорит им, что у него осталось не так много времени, что их удивляет. Они ему не верят, но он говорит им, что знает свое тело лучше, чем кто-либо другой. Он решает воспользоваться возможностью, чтобы сказать им, что он не знал, что с ними делать, когда РС-1-стрит принес их сюда, так как венки были Малькольмом, Шарлотта была женщиной, а Розель была просто «мне было 5 лет». Он благодарит их за то, что они стали столпами, которые с тех пор поддерживали свои владения. И он благодарит их за то, что они сыграли ключевую роль в развитии компании Халс Луванд. Он решает попросить их об одолжении в отношении нашей компании, поскольку он недостаточно силен для битвы, и доверить ему руководство в таком юном возрасте было бы катастрофой. Лорд Рейвен сожалеет, что сам не взял нашу компанию на поле боя и не заставил его стать свидетелем суровых реалий мира, который он защищал. Откуда? Он понимает, что уже слишком поздно делать это сейчас, и он умоляет их троих всегда поддерживать нашу компанию всеми возможными способами. Он разыгрывает свою отцовскую карту, хваля нас за то, что мы проявляем любовь, видим потенциал в других и даем им шанс проявить себя. Розель признается, что его семья не поняла бы его, если бы не наша. И он обещает больше учиться, чтобы помочь нашей семье в качестве компенсации за то, что мы дали ему шанс проявить себя. Уверенность в себе. Шарлотта обещает служить нашей семье, потому что он придал смысл ее жизни, и она также хочет испытать мир, который мы стремимся построить. Рейдс обещает бороться со всеми, кто встанет у нас на пути, даже если при этом ему придется расстаться с жизнью. Лорд Рейвен говорит ему, чтобы он не говорил так легкомысленно о своей жизни, и просит его остаться в живых, чтобы защитить нашу. Все они склоняют головы в знак благодарности лорду Рейвену за то, что он принял их, несмотря на то, что мало что о них знает. Ридс решает обратиться с просьбой к лорду Рейвену. Леди Лиша ждет снаружи комнаты, и Ридс внезапно открывает дверь, чтобы сообщить ей, что лорд Рейвен хочет поговорить с ней. Лиша стучит в дверь и входит, в то время как остальные трое выходят из комнаты к Лише и лорду Рейвену. Лиша представляется лорду Рейвену, и хотя ей грустно, что они не смогли встретиться при более благоприятных обстоятельствах, она рада, что у нее есть возможность встретиться с ним наедине. Лорд Рейвен извиняется перед ней за то, что ей пришлось увидеть его в таком печальном состоянии, и ему интересно, помнит ли она, когда они впервые встретились. Познакомились. Лиша удивлена, потому что она не помнит, чтобы встречалась с лордом Рейвеном ранее, и лорд Рейвен признается, что именно он попросил ее о помолвке с нами. Когда он впервые встретил Лишу, он подумал, что она очень мудрая, несмотря на свой юный возраст. Он также заметил, что она была очень доброй, и это заставило его понять, что он хотел бы, чтобы кто-то вроде нее был рядом с нами. Лорд Рейвен пытается убедить Лисию, несмотря на то, что территория их семьи невелика и наша может быть уязвимой. Лисия знала, что наша доброта сделала его уязвимым, но она сказала ему, что он делает все возможное, чтобы стать лучше, чем он есть на самом деле. Лорд Рейвен понимает, что она влюбилась в нас, и он уверен, что мы в надежных руках. Он говорит ей позвать наших в комнату, чтобы она вышла из комнаты и сообщила им, что лорд Рейвен хочет поговорить с нашими. Они решают пойти в тренировочный зал, чтобы сообщить об этом нашим, но Лиша окликает Рейдса, чтобы поблагодарить его за доброту. Рейдс вспоминает время, проведенное с лордом Рейвеном, и его переполняет печаль, потому что он не думал, что мир настолько жесток. РС стучит в дверь комнаты лорда Рейвена, и он врывается внутрь. Я рад видеть, что его отец пришел в сознание. Лорд Рейвен извиняется за то, что вызвал РС так поздно, но РС сообщает ему, что он провел много исследований по поводу своей болезни, пока был в отъезде, и нашел некоторые лекарства, которые ему нужны. Хочет попробовать. Он также рассказал лорду Рейвену об одном квалифицированном докторе в провинции, но лорд Рейвен был впечатлен тем, как сильно вырос наш штат за такое короткое время. Он сообщил нашему, что ему было примерно столько же лет, когда он впервые решил стать воином. Лорд Рейвен родился не в Ламберге, а в отдаленной фермерской деревне в провинции Мишн, которой правил тиран,
который вымогал деньги у людей, заставляя их жить в бедности. Лорд Рюйвен не мог этого вынести, поэтому он сбежал из дома и перебрался в город, когда ему было 10 лет, и в тот день, когда он прибыл, город посетил губернатор миссии. Хотя воспоминания лорда Рейвена о том времени были смутными, он отчетливо помнит величие губернатора, которое заставляло его сердце учащенно биться. Именно тогда он принял решение стать человеком, который мог бы стать губернатором и возглавить множество солдат. Он изучал владение мечом и тренировался сам. Он сражался в битвах от всего сердца, что выделяло его среди других солдат, и лорд Люмер назначил его во владение. Лорд Рейвен не может поверить, сколько времени прошло с тех пор. Он считал своих подданных сокровищами, достойными защиты, и посвятил этому всю свою жизнь. Лорд Рейвен внезапно зашелся в приступе кашля, и наши люди бросились к нему, чтобы предложить помощь. Лорд Рейвен знает, что мы чувствуем ответственность за его состояние, но он предупреждает нас, чтобы мы не чувствовали ответственности, потому что он сам выбрал такой образ жизни. Лорд Рейвен умоляет нас позаботиться обо всех в его отсутствие, что делает нас очень эмоциональными. Но он откладывает свои чувства в сторону и уверяет своего отца, что он позаботится обо всех. Лорд Рейвен видит, что наша готовность возросла, и он извиняется за то, что ему приходится брать на себя такую огромную ответственность, потому что он его сын. Наш друг говорит ему, что рад быть его сыном, и лорд Рейвен понимает, что наш сын наконец-то стал мужчиной. Он спрашивает его, как складываются его отношения с Лишей, потому что она сила, с которой нужно считаться. Он сообщает нам, что Лиша унаследовала больше черт своей матери, чем Хэммонд. Ее отец и наш отец задаются вопросом, близок ли он с лордом Хэммондом. Лорд Рейвен вспоминает, как лорд Ламер попросил его устроить шутливую битву с Хэммондом, когда ему было всего 16 лет. Лорд Рейвен и наш отец провели всю ночь, напряженно разговаривая друг с другом, но к следующему утру лорд Рейвен был уже в полном сознании. Больше нет, это был 212 год 4-го летнего календаря. Лорд Рейвен был похоронен, и мы утешали его братьев и сестер Криерена, когда они прощались в последний раз. Наш брат бросает цветок на погребальный костер в честь своего отца и рассказывает всем, что его отец был великим человеком, потому что он многому его научил. Он сообщает им, что прошлой ночью он долго разговаривал со своим отцом, во время которого его отец доверил всем им, гражданам Ламберга, заботиться о нем. Его забота. Он признается, что он не такой сильный, как его отец, но он искренне просит их оказать ему помощь, чтобы он мог заботиться о них. Для них больше, чем для кого-либо другого. Это вызывает у людей эмоции, и они обещают оказать ему свою поддержку, поощряя его делать все возможное в качестве их лидера. Шарлотта помнит совет, который лорд Рюйвен дал ей на поле боя. Розелла помнит, как однажды ночью он не ложился спать, чтобы почитать, а лорд Рейвен подошел к нему и сказал, что ему нужно время, чтобы повзрослеть. Розелла сообщила лорду Рейвену, что он учится, чтобы быть уверенным, что сможет быть полезен нам, но лорд Рейвен сказал ему не торопиться, потому что у него впереди много лет впереди. И это заставило его быть благодарным. Лиша вспоминает совет, который лорд Рюйвен дал ей прошлой ночью, и ее переполняют эмоции.